Здравствуйте, дорогие зрители! Эта история произошла примерно год назад. На улице шел сильный дождь и стояла коробка. В ней было видно животное, которое было похоже на тень. Котенок был худым, голодным и изнеможденным. Кот стойко принимал все удары судьбы и терпел такую ужасную погоду. Он до последней шерстинки промок, но все равно продолжал лежать и ждать, когда его заберут те, кто оставили. Однако его надежды были напрасны. Малыш больше не был нужен своим хозяевам. Они просто бросили его на холодной улице. Вскоре котенка нашла девушка, волонтер. Девушка не сразу поняла, что перед ней породистый котик, ведь он был грязным, мокрым и уставшим. Коту дали кличку Маркиз. Девушка отнесла малыша в ветеринарную больницу для обследования и сдачи анализов. Там врачи поставили ему страшный диагноз – лейкоз на последней стадии. Заболевание лечению не подлежит. Ветеринары сказали, что кота необходимо усыпить. Девушка взяла Маркиза и ушла. Далее девушка взяла своего любимца и отправилась с ним в другую больницу. Там сказали, что у малыша есть маленький шанс. Началась процедура лечения. В течение года Маркиз боролся со страшным недугом. Девушка всегда была рядом и поддерживала его. Маркиз выпил много лекарств, сдал кучу анализов. Малыш долго страдал от страшного заболевания. Трудно было представить, что происходило с котенком раньше. Ни один посетитель даже не смотрел в сторону Маркиза. Как только люди узнавали о его борьбе с раком, они сразу уходили к другим клеткам. Единственное, что было у кота – забота и поддержка девушки. И вдруг Маркиз стал идти на поправку. У кота потихоньку стала отрастать блестящая шерсть, он стал хорошо кушать, шустрее себя вести. Он набрал вес. Теперь все обращали внимание на этого привлекательного британского кота. Маркизу даже предложили поучаствовать в телепередаче. Именно там, на телевидении, Маркиз нашел своего нового хозяина. Им стал мужчина. Сначала парень просто приезжал к Маркизу в приют. Он привозил ему вкусную еду и завоевывал доверие котика. Это продлилось 6 месяцев. Вскоре мужчина забрал котенка в свой дом. Он не испугался ответственности за животное, которое перенесло тяжелую болезнь. Ведь Маркизу до сих пор нужно было принимать лекарства. Также, врачи сказали, что возможен рецидив заболевания. Мужчину это не напугало, потому что он успел искренне полюбить кота. Сейчас Маркиз живет счастливой жизнью. Надеемся, они проживут вместе счастливую жизнь в мире и согласии. Друзья, поддержите мой небольшой канал лайком и подпиской. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих выпусках на канале о наших любимых с вами животных.